Не успели. Еще пониже пригнись, пожалуйста. Вот, да. Еще мое. Сцена 40, дубль 1. Всем привет, с вами Ксюша и Миша. Всем доброго дня. В этом видео будет декоративная штукатурка из обычных материалов, которую можно купить практически в любом магазине. Для начала необходимо сделать фактуру. Фактура у нас будет карта мира. Делать я ее буду из гипсовой финишной шпаклевки. У меня торговой марки Knauf, называется Fugen. Можно использовать любую другую. Либо полимерную финишную, либо гипсовую штукатурку. И пересыпаю сухую смесь в емкость с водой. Вода должна быть чистая, так же как и емкость. Теперь необходимо дать смеси слегка набухнуть в этой воде. То есть мы ее оставляем где-то на 2-3 минуты. Немножко необходимо ее распределить по поверхности, чтобы она в воде как бы утонула. И спустя 2 минуты ее хорошо перемешать. Можно вручную, если готовите небольшое количество смеси, либо при помощи дрели, если делаете целое ведро. И аккуратненько, сначала не спеша начинаю, так чтобы все комочки расходились постепенно. И потом более интенсивно размешиваю, уже чтобы смесь становилась более однородной. Очень густая смесь нам не нужна, так как нам необходимо, чтобы она легко набиралась на кельму и в дальнейшем отпечатывалась на поверхности. Так, хорошо перемешали. Так как у нас гипсовая штукатурка, поэтому работать с ней нужно достаточно быстро. Поэтому не замешивайте слишком большой объем, слишком большое количество материала, чтобы оно у вас просто не высохло в ведре. Если вам некомфортно работать с гипсовой штукатуркой, то есть, к примеру, хотите, чтобы что-то подольше сохло, к примеру, то лучше использовать полимерную. Их можно в течение суток использовать. Набираю я прям с ведра на кельму шпаклевку вот таким образом, то есть торцую, то получилось примерно вот так. И это отпечатываю уже на стену легкими движениями в разные стороны. Отпечатываю я достаточно густо на одном месте, то есть чтобы получалось в дальнейшем у нас фактура больше островной части, меньше именно мелких островочков, чтобы она была более крупная. Поэтому отпечатываю как можно больше на одном участке, чтобы не было слишком больших пространств, не заполненных шпаклевкой. На черном фоне очень хорошо видно, какое количество материала и какой рисунок получается. При таком способе нанесения островки получаются достаточно крупные, при этом закрывается очень большое количество неровностей на стене. По этой причине под такой эффект нанесения как-то очень хорошо выравнивать поверхность не нужно, и первый слой в виде шубы наносить тоже не нужно. В течение 40 минут необходимо замешанную шпаклевку нанести на стену, накидать. Если работаете вдвоем, то один накидывает, а второй следом за ним идет и разглаживает поверхность. Если работаете один, то тогда необходимо замешать небольшое количество и где-то минут через 20 после нанесения идти уже затирать получившиеся островки. Хотите более рельефную поверхность, то предварительно можно шпаклевку накатать на стену при помощи валика. К примеру, накатали, сделали легкую шубку и уже на следующий день делаете карту мира на нее. Тогда получится более рельефная, более фактурная поверхность. Старайтесь очень часто по одному месту проходиться, тогда у вас не получится такой эффект островков, когда они похожи больше там на штаны либо на лошадку. Закончила накидывать шпаклевку. Далее возвращаюсь к тем местам, которые уже были нанесены изначально. Так как шпаклевка перестала в этих местах блестеть, но еще остается мягкой, то в этот момент можно ее как раз уже подглаживать. Делаю я это чистым шпателем, другим. То есть в разные стороны приглаживаю. В одну и в другую сторону.
Стараюсь именно сначала легкими, давящими движениями проходиться, потом чуть больше делаю усилия, чтобы поверхность становилась более плоская. Излишки материала со шпателя я убираю об кельму. Главное, чтобы шпатель был чистый. Тогда он не будет полосить и не будет наслаивать шпаклевку. И поверхность островков останется ровная и гладкая. Если где-то у вас не хватает, к примеру, рисунка на островке, то можно тем материалом, который вы сняли уже с верхушек, именно им, не свежим, а этим, который вы снимаете. Потому что здесь получается шпаклевка той же однородности, что и на стене. Поэтому именно с кельмы, то, что снимали с островков, можно в эти места добавлять. Там, где у вас, к примеру, какие-то проплешины получились. Свежим материалом, если будете добавлять в эти места, то при высыхании получится просадка. При приглаживании главное двигаться в разные стороны, чтобы не было такого, что вы сглаживаете в одном направлении, и тогда получается такая борозда. Сформировали рисунок. Теперь даем шпаклевке полностью высохнуть не менее 6 часов. Шпаклевка хорошо высохла. По мере необходимости ее можно сейчас прошлифовать. Если есть где-то какие-то недочеты, их можно сгладить при помощи шкурки. После этого необходимо поверхность хорошо прогрунтовать, чтобы ее обеспылить. Далее приступаем к покраске поверхности. Красить я буду вот такой краской. Текс влагостойкая для ванных кухонь. Номер цвета под видео в описании. Далее переливаю его в ванночку и начинаю окрашивать. Валик я беру со средним ворсом, чтобы легче было прокрашивать поверхность. Краски не жалеем, цвет темный, поэтому укрывистость у него не очень хорошая, поэтому рассчитывайте на 2 слоя. Вы цвет можете использовать любой другой, какой хотите. Сейчас это у меня будет основной цвет. На него поверх будем накладывать еще более темный, черный. Вы можете выбрать более светлый, к примеру, белый цвет, а углубление сделать чуть-чуть потемнее. Для этого этапа особо дорогая краска не нужна, подойдет обычная водоэмульсионка. Главное, чтобы она была матовая, без блеска. В дальнейшем на нее легче будет наноситься последующие слои лака. Покрасили поверхность на первый слой, далее дадим час высохнуть краске и нанесем второй. После высыхания первого слоя и перед нанесением второго необходимо с верхушек убрать небольшие неровности. Там собираются в комочки такие шпаклевка, смешанная с краской. Ее необходимо удалить, чтобы не было лишних неровностей. После высыхания 2 слоев краски покрываем всю поверхность глянцевым паркетным лаком. Я буду использовать вот такой торговой марки Tex, называется Эко-лак паркетный. Интерьерный лак для этих целей не подойдет, по той причине, что высыхает, пленка становится мягкая и имеет немного такой белесый эффект. Паркетные же лаки такой эффект не создают. Наносить я его буду при помощи валика велюрового с коротким ворсом. Потребуется его немного, где-то порядка 150 грамм на 2 квадратных метра. Хорошенько отжимайте, чтобы лак в дальнейшем не пузырил на поверхности. Еще пониже пригнись, пожалуйста. Вот, да. Ага, вот, давай. Угу. Что-то рассказывать? Ну и там что-нибудь проговори про лак. Угу. Лак обязательно должен быть на водной основе. То есть яхтенный лак не подойдет. Паркетный, алкидный тоже не подойдет. Только водный лак.
Прокрашиваю всю поверхность, и углубление, и верхушки, чтобы полностью была покрыта лаком наша фактура. Слишком жирно его не наносите, потому что с вертикальной поверхности он будет скатываться каплями, и получатся некрасивые подтеки. После высыхания эта белесость у лака полностью уйдет. Останется только глянец. Если вы будете делать такую фактуру, но в светлом цвете, в белом, то подмешайте небольшое количество той белой краски, которую использовали на первые слои, в лак. Тогда при высыхании от лака не будет слишком такого желтоватого оттенка. То, что все равно паркетные лаки, они рассчитаны на дерево, и небольшой оттенок желтоватый могут давать. По этой причине лучше чуть-чуть его выбелить. Старайтесь лак как можно ровнее распределить по поверхности. То есть это видно по количеству белых следов от него. После того, как прокрасили, оставляем поверхность высыхать минут на 40. После того, как высох лак, далее покрываем его самодельным воском. Воск я буду делать серебристый. Для этих целей потребуется лак, тот, который мы использовали на первый слой, уже разведенный обойный клей и пудра очень мелкой фракции. То есть подойдет, к примеру, серебрянка, либо порошок алюминия. Насыпать я его буду при помощи ложки. Где-то 1 ложка на 300 мл, может быть 2. Все зависит от того, насколько плотно получится у нас сделать воск. Такую пудру можно приобрести на AliExpress, либо в магазинах для садоводства. Называется она серебрянка, либо алюминиевый порошок. Пересыпаю ее в емкость с клеем. Использую ложку пудры на 200 мл клея. Также вы можете использовать, к примеру, если не хотите блеска, можно использовать просто пигмент. То есть, к примеру, черный, там, красный или какой-либо другой. Если вы не можете найти серебристый или золотой порошок, то можно использовать любую другую, там, серебристую либо золотистую краску. Главное, чтобы она была на водной основе. В процессе перемешивания она становится ярче. То есть видно, что она такой алюминиевый цвет принимает. Ее необходимо очень хорошо размешать, чтобы воск стал однородный. Далее добавляем сюда лак. Половину от того объема клея, который у нас есть. То есть на 200 мл клея добавляю 100 мл лака. И очень хорошо перемешиваем. По мере необходимости можно добавить туда еще порошок. То есть если кажется, что получаемый воск недостаточно сильно блестит, то можно в него добавить еще там ложку либо пол-ложки блесток. Далее наносим воск на поверхность валиком и при помощи скребка убираем излишки с верхушек. Также потребуется влажная тряпочка и губка, если где-то получаются наплывы, чтобы вовремя их удалить. Переливаю в ванночку. Валик необходимо использовать со средним ворсом, чтобы он хорошо прокрашивал углубление. Слишком большое количество воска не стоит переливать в ванночку, чтобы он просто у вас сильно не пачкал валик. Беру сразу скребок, начинаю прокрашивать поверхность. Главное равномерно нанести воск, чтобы в углублениях примерно везде было одинаковое количество серебра. Обязательно нужно прокрашивать все углубления и наносить образом таким в виде пятен на поверхность. То есть не делайте именно квадраты, а наносите пятнышко. Тогда, если даже и будет состыковка, то она будет именно по этим пятнам приходиться. Ну и, соответственно, стираю. То есть стираю и одновременно вгоняю вовнутрь, подчеркивая рельеф созданной поверхности. Двигаюсь я в разные стороны, в одну и в другую, чтобы хорошенечко все углубления заполнились.
практически сразу легкими движениями с верхушек излишки растираю. Полностью они не стираются, то есть в углублениях где-то они так и будут оставаться. Поэтому я слегка именно растираю, чтобы сильно не пятнила поверхность. То есть чтобы сверху был цвет более темный, а в глубине он был такой больше светлый, более серебристый. Слишком много с верхушек стирать не нужно. Вторым слоем небольшие участки все равно перекроются. Главное сейчас избавиться от сильных пятен, чтобы поверхность смотрелась более однородно. Всегда смотрите, какое количество воска вы наносите, чтобы от валика оставалась примерно одинаковая везде толщина. То есть если вы где-то будете наносить толще, где-то тоньше, то, соответственно, пятна будут еще сильнее виднеться. Скатали. И сразу скребком удаляем. Так как это не чисто лак, а все-таки он смешанный с обойным клеем, то высыхание у него достаточно долгое, то есть удобно работать с таким воском. И сразу растираю те места, где слишком плотно нанесся воск. Наша задача именно растереть по поверхности, чтобы было чуть более однородно все это. Ну и двигаюсь вот такими кривыми линиями. Прям двигаюсь внахлёст, чтобы в глубине везде прокрасить, чтобы серебро попало как можно больше именно в углубление. То есть видите, да, насколько, во-первых, блестящий получился воск. По цене он очень недорогой выходит. После того, как заполнили всю поверхность, нанесли первый слой, дадим ему полностью высохнуть в течение часа. После этого наносим второй слой точно таким же образом. Наношу я пятнышками, но стараюсь их делать как бы внахлёст. То есть пятна уже формирую в другом направлении. Так сказать, если раньше была состыковка вот здесь, то теперь я ее делаю вот немножко со смещением. Обязательно тряпочкой проходите сверху, чуть-чуть сглаживая рисунок. То есть можно практически по всей поверхности проходиться, а можно в тех местах, в которых как раз нужно слегка размыть эффект наслоения, где очень много, к примеру, серебра получилось. В принципе, второй слой такой достаточно быстрый. Его наносить легко, потому что поверхность уже прокрашена первым слоем. Второй слой хорошо заполняет углубление, чтобы во всех углублениях было чуть больше серебристого цвета. После того, как нанесли второй слой, необходимо дать полностью ему высохнуть и после этого нанести 2-3 слоя паркетного лака, который мы уже использовали. Также покрываю его тонким слоем. Расход у него будет минимальный. То есть при таком нанесении на квадратный метр где-то порядка 50-70 грамм. Нанесли 3 слоя лака, теперь дадим ему полностью высохнуть в течение недели. После этого лак можно заполировать до глянца, либо оставить в таком виде, какой есть сейчас.
Прошла неделя, лак очень хорошо высох, он перестал, во-первых, липнуть к рукам, он стал более жесткий. То есть в течение недели прошло его полное отверждение. То есть лак уже готов к эксплуатации, соответственно, мы можем его заполировать. Если это делать раньше, чем за неделю, к примеру, на следующий день, то лак будет еще мягкий, слегка такой резиновый и будет тянуться, наматываться, так сказать, на полировальный круг, и при этом шлифовки достаточной не будет. Поэтому неделю ждем, лак отверждается, и после этого его можно полировать. Если вы не хотите полировать и вас устраивает такой вид, какой он есть сейчас, то есть достаточно красиво и так смотрится, то можно не полировать. То есть, опять же, полировка лака – это своеобразные риски. То есть, если вы ни разу не полировали какие-либо лаки, там, поверхности до глянца, то может быть проблема с тем, что вы с этим не справитесь. По этой причине лучше не рисковать и оставить так, как есть. А для тех, кто хочет попробовать заполировать лак, то делайте, как это покажу я. То есть для начала необходимо снять небольшую шагрень при помощи 1000 наждачной бумаги. Выбираю я Мирка Абралон. Она идет на вспененной основе, то есть мягкая. Очень аккуратно проходитесь первый раз 1000, после этого 2000 наждачной бумагой и уже 4000 полировка до глянца. Приступаем к полировке, начинаем с 1000. Я для этих целей возьму болгарку с регулировкой оборотов скоростей, выставляю ее на самые минимальные, у меня это 3000 оборотов, и начинаю шлифовать поверхность. Если у вас болгарка обычная, что-то 6 и выше 1000 оборотов, то такой лучше не делать, возьмите полировальную машину. Надеваю как можно ровнее круг, приступаю к полировке поверхности. Закончили с 1000 кругом. Далее меняю на следующую насадку на 2000 мирку. Закончила с 2000 абралоном, далее беру 4000 и дополировываю уже до глянца всю поверхность. Вот такая поверхность у нас с таким хорошим глянцем получилась. По себестоимости она достаточно дешево выходит. Единственное, что по времени нужно будет подождать в течение недели, когда лак полностью высохнет. То есть это, наверное, самое трудозатратное, то, что есть в этом варианте нанесения. Также сама по себе полировка требует именно аккуратности. Смотреть, что вы делаете, что вы полируете, чтобы слишком много лака не снять с поверхности и чтобы не вылезала пятнами поклевка и краска. В углах нужно аккуратно до них доходить с болгаркой и до соседней стены не доставать, потому что вы можете где-то рука соскочит и получится царапина на соседней стене. Лучше сантиметров 5 не дойти до угла стены, и там уже дошлифовать вручную. Вручную будет это более аккуратно, и вы сможете подобраться к тем местам, которые прям вот, совсем сложно при помощи болгарки заполировать. Что бы ты еще посоветовал по работе такой? Как можно лучше выглаживать островки, которые мы делали на изначальном этапе. То есть здесь главное их хорошо выгладить. Чем лучше вы их выгладите, тем меньше вам в дальнейшем придется их шлифовать. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на Instagram, ссылочка на который находится в описании под этим видео. Оставляйте свои комментарии, также ставьте лайки. Всем удачи, здоровья, пока!